Фильм «Одиссея» уже называют, пожалуй, самым скандальным проектом в карьере Кристофера Нолана. Но действительно ли фильм настолько плох, как о нем говорят? Почему крупнейшие голливудские студии снова и снова принимают решения, которые вызывают бурные споры среди зрителей? Кто на самом деле определяет эти решения? Режиссер, студия, продюсеры или сама индустрия? Именно на эти вопросы я отвечу в этом видео. Я уже посмотрел «Одиссею», но мнение о фильме я расскажу позже. Сейчас же мы поговорим о том, что происходит вокруг него. Главные споры вокруг «Одиссеи» разгорелись вовсе не из-за режиссуры, операторской работы или спецэффектов. В центре внимания оказался кастинг. Если посмотреть на реакцию зрителей, то низкие оценки многие ставят вовсе не за техническую сторону фильма, а за ощущение, что их мнение попросту проигнорировали. И справедливости ради, понять такую реакцию можно. Со стороны действительно выглядит странно, когда крупные студии снова и снова принимают спорные творческие решения, прекрасно понимая, что они вызовут бурную критику среди зрителей. Но тогда возникает главный вопрос: почему они продолжают это делать? Почему Голливуд выпускает проекты, которые еще до премьеры становятся предметом ожесточенных споров и рискуют не оправдать ожидания аудитории? Действительно ли студии сознательно идут на этот риск? Или причина куда сложнее, чем кажется на первый взгляд? На самом деле, если посмотреть на всю историю кинематографа, становится очевидным: конфликт между зрителями и создателями существовал всегда. Просто причины менялись. В начале 20 века для ультраконсервативного общества сам кинематограф казался слишком смелым явлением, способным разрушить привычные моральные нормы. Позже фильмы все чаще критиковали за чрезмерную жестокость и откровенные сцены. В 80-х и особенно в 90-х одной из главных претензий стала гиперсексуализация персонажей и попытки шокировать зрителя любой ценой. В начале 2000-х зрители все чаще говорили о другом. Кино постепенно уходило от реализма. Герои выживали в невозможных ситуациях, в одиночку побеждали десятки противников, а зрелищность нередко ставилась выше правдоподобия. Вспомните хотя бы «Убить Билла», где невеста практически в одиночку расправляется с целой армией бойцов. Сегодня ситуация изменилась. Голливуд все чаще делает ставку на более приземленную подачу, а откровенная гиперсексуализация встречается значительно реже. Однако главные споры никуда не исчезли, они просто сменили тему. Теперь зрители чаще обсуждают спорный кастинг, слабые сценарии, переосмысление известных персонажей и все более заметный отход от первоисточников. Но все же, если подобные решения раз за разом вызывают столь бурную реакцию, почему крупнейшие студии продолжают выпускать спорные проекты, заранее понимая, какой резонанс они вызовут? Есть теория, что современный Голливуд давно продает не только сами фильмы, но и дискуссии вокруг них. Пока зрители спорят о кастинге, фильм остается в центре внимания, а любая полемика становится частью рекламной кампании. Но работает ли эта стратегия? Скорее нет. Скандалы действительно привлекают внимание, но они не гарантируют успех. Если зрителям не нравится сам фильм, никакая шумиха не спасает его от провала. Но ответ, скорее всего, куда проще. В крупных корпорациях решения принимаются не одним человеком, а десятками руководителей. Все они живут примерно в одной культурной среде, читают похожие исследования и общаются с людьми со схожими взглядами. В результате возникает информационный пузырь. Они не игнорируют мнение зрителей, они просто неверно оценивают его. Руководство студий считает, что негатив в интернете исходит от громкого меньшинства, а большинство аудитории поддерживает выбранный курс. Поэтому они продолжают принимать те же решения, даже когда комментарии говорят об обратном. Да, режиссер — творческий лидер проекта, но именно студия финансирует производство, утверждает бюджет, нередко влияет на кастинг, маркетинговую стратегию и другие ключевые решения. Однако это вовсе не означает, что режиссер превращается в простого исполнителя. Такие авторы, как Кристофер Нолан, обладают огромным влиянием и способны отстаивать свои идеи. Но даже они работают внутри большой системы, где итоговые решения почти всегда становятся результатом переговоров между режиссером, продюсерами и руководством студии. Именно этот баланс между творческим видением режиссера и коммерческими интересами студии зачастую определяет, каким фильм увидят зрители и получит ли автор возможность снять следующий крупный проект.
Несмотря на довольно активное обсуждение и критику сегодняшней повестки, мне кажется, что это явление временное. Рано или поздно оно уйдет на второй план или просто уступит место новой теме, которая станет главным предметом споров. Так происходило на протяжении всей истории кинематографа. Менялись фильмы, менялись ценности общества, и вместе с ними менялись и причины, по которым зрители критиковали кино. Но все же, если говорить конкретно об «Одиссее», то вопросы к кастингу действительно возникают. Давайте называть вещи своими именами. Когда на роль юного 16-летнего греческого воина студия берет 40-летнего транс-актера, а спартанскую царицу Елену превращает в темнокожую активистку, это не смелый художественный эксперимент. Это откровенное издевательство над здравым смыслом. Авторы пытаются продать нам это под соусом прогрессивного взгляда, но на деле они просто держат зрителя за идиота, надеясь, что яркая картинка ослепит нас, и мы не заметим этот абсурд. Однако стоит признать, что практически любой исторический фильм далек от абсолютной исторической достоверности. Мы редко видим актеров, которые на 100% соответствуют реальным историческим людям. Они говорят на современном языке, обладают современной внешностью, идеальными зубами, правильной осанкой и кинематографической привлекательностью. Историческое кино всегда было компромиссом между фактами и художественным произведением. Именно поэтому я решил провести небольшой эксперимент. С помощью нейросетей я воссоздал героев «Одиссеи» так, как они могли бы выглядеть, если максимально опираться на исторические реконструкции, археологические данные и описание той эпохи. И вот здесь возникает вопрос уже к вам. А действительно ли вы хотели бы смотреть именно такое кино, где абсолютно каждый персонаж максимально соответствует историческому контексту? Или все же актерская игра, харизма и талант важнее стопроцентной исторической точности? Напишите свое мнение в комментариях. Я думаю, что ответ очевиден. Любое кино в первую очередь должно не раздражать зрителя. Историческая достоверность играет второстепенную роль. Если фильм не вызывает эмоционального отклика и постоянно отвлекают внимание от самой истории, то даже идеальная реконструкция эпохи вряд ли сможет это компенсировать. Вспомните ту же «Трою» 2004 года. С точки зрения истории и мифологии там перевирали практически все, что можно. Но этот фильм не раздражает, а вызывает эмоцию. Внутри его вселенной не возникает вопросов в духе «как» и, главное, «зачем». Все выглядит органично, харизматично и работает зрителю. Что же касается самого фильма, то, как мне кажется, споры вокруг кастинга оказались сильно преувеличены. Те самые персонажи, из-за которых в интернете разгорелись ожесточенные дискуссии, появляются на экране буквально на несколько минут. Их роль настолько незначительна, что уже через полчаса о них просто забываешь. И именно поэтому становится очевидно, что главная проблема «Одиссеи» вообще не в кастинге. Главная проблема заключается в том, что Нолан снял совсем не тот фильм, которого многие ожидали. Большинство зрителей представляли себе масштабное приключение по мотивам древнегреческого эпоса. Опасное путешествие, циклопов, богов, хитроумного Одиссея, который благодаря своему уму снова и снова выходит победителем из безвыходных ситуаций. Но Нолана эта история, кажется, интересовала совсем с другой стороны. Для него Одиссея — это не приключение. Это история человека, который вернулся с войны и больше не способен жить прежней жизнью. Фактически перед нами психологическая драма о травме, чувстве вины и попытке найти дорогу домой не столько физически, сколько внутренне. Идея сама по себе очень интересная. Более того, она вполне логично продолжает творчество самого Нолана последних лет. После «Оппенгеймера» становится заметно, что режиссера все больше интересуют не грандиозные события, а их последствия для человека. Его герои перестали быть непобедимыми гениями. Теперь это люди, которым приходится жить с последствиями собственных решений. Проблема в другом. Ради этой идеи Нолан практически жертвует тем, за что люди вообще любят Одиссею. Мифология уходит на второй план, приключения воспринимаются скорее как отдельные эпизоды, чем сердце фильма. Даже самые ожидаемые сцены не производят того эмоционального эффекта, которого ждешь от экранизации одного из величайших эпосов человечества. Еще сильнее это ощущается из-за структуры повествования. Нолан снова использует нелинейный монтаж, постоянно перескакивая между разными этапами путешествия. Но если в «Престиже» начале подобная конструкция помогала раскрывать историю и превращала просмотр в интеллектуальную головоломку, то здесь она скорее мешает эмоционально привязаться к происходящему. Фильм будто все время куда-то торопится, перескакивая через события, которые хотелось бы прожить вместе с героями. Из-за этого страдают и персонажи. Кроме самого Одиссея, практически никто не получает полноценного развития. В картине собрался практически весь цвет современного Голливуда, но большинство актеров появляются буквально на несколько сцен. Они выполняют свою функцию в сюжете и исчезают.
Команда корабля практически не раскрывается, поэтому сопереживать ей оказывается неожиданно сложно. И вот здесь возникает главный парадокс фильма. С технической точки зрения «Одиссея» — настоящий триумф. Масштабные декорации, практические эффекты, морские сцены, операторская работа и звук — все выполнено на высочайшем уровне. Некоторые эпизоды действительно хочется пересматривать просто ради того, чтобы снова увидеть, насколько грандиозно это снято. Но постепенно понимаешь, что техническое совершенство не всегда рождает сильные эмоции и не хватает фирменной нолановской глубины. Я не могу назвать «Одиссею» плохим фильмом, но в то же время я не могу сказать, что это та «Одиссея», которую мне хотелось увидеть. Вместо великого приключения я получил красивую, мрачную психологическую драму. Вместо ощущения путешествия — размышления о последствиях войны. И, пожалуй, именно в этом заключается главный парадокс новой «Одиссеи». Она поражает своим техническим совершенством, но далеко не всегда заставляет переживать за происходящее на экране. Ну а на этом я заканчиваю свой разбор. Обязательно напишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки, а также подписывайтесь на канал. До скорых встреч!